На шоссе 275 возник хаос, когда из-за столкновения нескольких автомобилей движение застопорилось. Когда на месте происшествия появилась кошка, то, что произошло дальше, повергло бы в недоумение даже самых опытных спасателей. Когда послеполуденный солнечный свет пробился сквозь листву, обычные звуки шоссе внезапно изменились. Воздух пронзил визг шин, за которым последовал громкий звук столкновения автомобилей. Транспортные средства. Резкий звук заставил уши оранжевой полосатой кошки, обитавшей в густом подлеске вдоль межштатной автомагистрали 285 в Колорадо, повернуться в сторону источника. Место происшествия находилось на шоссе. Произошло столкновение нескольких транспортных средств, в результате чего образовалась пробка. Из поврежденных двигателей поднимался дым, а в воздухе витал запах горелой резины. Люди выходили из своих машин, некоторые двигались беспорядочно, другие оставались неподвижными. Внезапно к хаосу добавился новый звук — пронзительный вой приближающихся сирен. Шум был громким и незнакомым, что обычно заставляло большинство животных отступать. Однако эта кошка проявила необычную реакцию. Вместо того, чтобы убежать глубже в подлесок, она бросилась на шум. Такое поведение, хотя и нетипичное, не является чем-то неслыханным для кошек, поскольку иногда они могут проявлять любопытство даже в стрессовых ситуациях. Выйдя из своего укрытия, кот ступил на теплый асфальт шоссе и направился к месту аварии, лавируя своим гибким телом между остановившимися машинами. Сирены стали громче, и внезапно подъехали большие красные грузовики с мигалками. Когда пожарно-спасательные команды Южного метрополитена прибыли на место происшествия, их красные грузовики прорезали завесу дыма и обломков, кошка исчезла среди хаоса прибывающих машин скорой помощи. Один пожарный, однако, заметил кошачью жилку. Эндрю Беккер только что выпрыгнул из своего грузовика, сосредоточившись на предстоящей задаче, когда его внимание привлекла оранжевая вспышка. На долю секунды Беккер проследил за кошкой взглядом, и на его лице отразилось удивление. Не каждый день можно увидеть кошку, бегущую к месту аварии, но это мгновение быстро прошло. Беккер покачал головой, отгоняя странное зрелище на задний план. Нужно было спасать жизни, и ему нужно было сосредоточиться. Когда другие пожарные начали выбегать из грузовиков вместе с парамедиками, они начали звать потенциальных жертв. «Проверьте, что под машинами!» — крикнул Беккер хриплым от дыма голосом. Он методично продвигался по обломкам. Его натренированный взгляд выискивал признаки жизни. Каждый шаг был рассчитан с учетом неустойчивости обломков, которые могли сдвинуться с места в любой момент. Хаос, царивший на месте происшествия, был ошеломляющим. Было задействовано несколько транспортных средств, некоторые из них были раздавлены до неузнаваемости. Постоянный фоновый шум приближающихся сирен и работающих на холостом ходу двигателей усугублял неразбериху. Сердце Беккера бешено колотилось, но внешне он оставался спокойным, что было необходимо при его работе. Когда он обходил особенно искореженный автомобиль, что-то привлекло его внимание. На фоне серых и черных обломков что-то блеснуло оранжевым мехом. Беккер моргнул, пытаясь сфокусироваться на источнике. Это была та самая кошка, которую он видел раньше. Оранжевая полосатая кошка, сидевшая на раздавленном автомобиле. Присутствие кошки было необычным. Большинство животных убежали бы от такой хаотичной сцены, но она была здесь, и, казалось, ее не беспокоила суматоха вокруг. Беккер наблюдал, как кошка внимательно вглядывается в щель между обломками, размахивая хвостом из стороны в сторону. Заинтригованный поведением кошки, Беккер осторожно приблизился. Многолетний опыт научил его доверять своим инстинктам, и что-то в этой ситуации показалось ему важным. Он двигался медленно, помня о зазубренном металле, окружавшем его, и не желая спугнуть кошку. Когда он подошел ближе, Беккер присмотрелся к кошке повнимательнее. Ее уши были поставлены торчком и направлены вперед, признак настороженности у кошачьих. Тело кота было напряжено.
Взгляд устремлен на что-то, чего Беккер не мог видеть. Внезапно кот громко мяукнул. Любопытство Беккера достигло предела. Он наклонился, чтобы его взгляд оказался на одном уровне с кошачьим. Беккер заглянул в щель, на которую так пристально смотрел кот, и у него перехватило дыхание. Там, за раскрытой подушкой безопасности, стояла молодая женщина. Она была без сознания, и при первоначальном осмотре местности о ее присутствии ничего не было известно. «У нас здесь еще один!» — крикнул он настойчиво. Женщина без сознания, возможно, лет 25. Кошка, испуганная внезапным движением Беккера, отскочила в сторону, исчезнув в лабиринте разбитых машин. Он едва обратил на это внимание, полностью сосредоточившись на только что обнаруженной жертве. Он вызвал по рации подкрепление, сообщив подробности о местонахождении и состоянии женщины. Через несколько мгновений на место происшествия прибыли медики скорой помощи. Они работали быстро, но осторожно. Извлекая женщину из-под обломков, их движения были точными и отработанными. Беккер отступил назад, давая им возможность поработать, но его мысли были заняты другим. От него не ускользнула прозорливость ситуации. Ему. Если бы не необычное поведение кошки, на эту жертву могли бы не обратить внимания в течение решающих минут или даже часов. Пока парамедики стабилизировали состояние женщины и готовили ее к транспортировке, Беккер осматривал окрестности в поисках оранжевого полосатого кота. Сейчас ничего не было заметно, но он мысленно отметил, что нужно быть начеку. За годы работы пожарным Беккер понял, что помощь может прийти из неожиданных источников. Сегодня, похоже, она пришла в виде бродячей кошки. Спасательная операция продолжалась с напряженным вниманием. Парамедики Сара Чен и Майк Донован тщательно работали, чтобы стабилизировать состояние недавно обнаруженной жертвы. «Майк, осторожнее с ее шеей», — проинструктировала Сара. Ее голос звучал ровно, несмотря на давление. «Мы не знаем, поврежден ли позвоночник». Майк кивнул, его руки в перчатках двигались с привычной осторожностью. Извлечение было деликатной работой, усложнявшейся из-за искореженного металла, окружавшего пациента. Пока они работали, снова появился рыжий полосатый кот. Он с удивительной ловкостью передвигался в этом хаосе, лавируя между ног спасателей и обходя разбросанные обломки. Несколько членов команды заметили присутствие кота, но из-за срочности момента они не обратили на это внимания. Наконец, после того, что казалось часами, но на самом деле было всего лишь минутами, они успешно извлекли женщину из автомобиля. Во время операции она пришла в сознание, но ее состояние было далеко от стабильного. Ее глаза дико метались по сторонам, осматривая картину разрушения вокруг. Ее дыхание было коротким и учащенным, что было явным признаком шока и паники. «Мэм, вы меня слышите?» — спросила Сара, наклоняясь к лицу женщины. «Теперь вы в безопасности, мы здесь, чтобы помочь вам». Но женщина, казалось, не могла сосредоточиться на словах Сары. Ее глаза продолжали метаться по сторонам, тело неудержимо дрожало. Какофония сирен, криков и продолжающихся спасательных работ, казалось, только усиливали ее страдания. Майк и Сара обменялись встревоженными взглядами. Они оба знали, что такой уровень стресса может осложнить состояние женщины и затруднить лечение. Когда парамедики готовились переложить женщину на каталку, произошло нечто неожиданное. Рыжая полосатая кошка, которая наблюдала за происходящим неподалеку, внезапно запрыгнула на каталку. Прежде чем кто-либо успел среагировать, она устроилась рядом с женщиной. Эффект был почти мгновенным и поразительным. Безумный взгляд женщины остановился на кошке. Кошка. Она протянула дрожащую руку, сначала нерешительно, затем все увереннее, чтобы погладить кошку по шерсти. Это простое, повторяющееся движение, казалось, придавало ей уверенности, обеспечивая точку опоры среди хаоса. Сара и Майк с удивлением наблюдали, как дыхание женщины начало замедляться. Частые неглубокие вдохи, которые свидетельствовали о ее панике, постепенно становились глубже и ровнее. Дрожь в конечностях утихла,
сменившись видимым расслаблением мышц. «Такое нечасто увидишь», — пробормотал Майк, недоверчиво качая головой. «Похоже, у нас появился маленький пушистый психотерапевт». Сара, как настоящий профессионал, воспользовалась моментом. Она начала задавать женщине простые вопросы. Как ее зовут, помнит ли она, что произошло, испытывает ли боль. К их облегчению женщина отвечала связно. Ее внимание было разделено между ответами и нежными поглаживаниями кошки. Кошка. «Ее зовут Лиза», — сообщила Сара Майку, проверяя жизненные показатели женщины. Пульс нормализуется, кровяное давление стабилизируется. Что бы ни делала эта кошка, это работает. Пока они готовили Лизу к транспортировке, кошка спокойно оставалась рядом с ней. Его присутствие, казалось, обеспечивало успокаивающую постоянность посреди продолжающегося хаоса вокруг них. Кошачье мурлыканье, тихая ровная вибрация, казалось, успокаивающе подействовали не только на Лизу, но и на спасателей. «Может, нам взять кошку с собой?» — неуверенно спросил Майк, когда они готовились загружать каталку в машину скорой помощи. Сара колебалась, взвешивая необычную ситуацию с точки зрения протокола. Она посмотрела на Лизу, которая продолжала держать кошку за шерсть. Теперь ее взгляд был ясным и сосредоточенным. «Давайте сделаем это», — решила Сара. «Если это поможет ей успокоиться, это поможет нам выполнять нашу работу. Мы предоставим персоналу больницы решать, что делать, когда мы приедем туда». Когда они осторожно погрузили Лизу и ее неожиданного спутника в машину скорой помощи, Сара не могла не восхищаться происходящим. За годы работы парамедиком она видела много странных вещей, но никогда не видела, чтобы животное оказывало такое сильное влияние на немедленное восстановление пациента после шока. Двери машины скорой помощи закрылись, и когда они отъехали от места происшествия, Сара оглянулась на их пациентку. Глаза Лизы были закрыты, дыхание ровное. Одна рука все еще нежно лежала на рыжей шерсти кошки. В разгар одной из самых страшных аварий, которые она когда-либо видела, Сара поймала себя на том, что улыбается этому маленькому мгновению умиротворения. Рыжий полосатый кот, в свою очередь, по-прежнему лежал, свернувшись калачиком рядом с Лизой, и его присутствие было молчаливой, но мощной силой утешения, пока они мчались в больницу. Это стало для Сары ярким напоминанием о том, что в хаотичном и часто трагичном мире реагирование на чрезвычайные ситуации, помощь и исцеление могут прийти из самых неожиданных источников. Когда солнце начало клониться к закату, некогда хаотичное место происшествия превратилось в хорошо организованную операцию, и большинство пострадавших теперь благополучно доставлены в близлежащие больницы. В воздухе все еще стоял едкий запах горелой резины и пролитого топлива, но настойчивые крики и вой сирен сменились тихим бормотанием усталых спасателей, заканчивающих свои обязанности. Пожарный Эндрю Беккер стоял возле командного пункта, его плечи поникли от усталости. События прошедшего дня прокручивались у него в голове. Первоначальный хаос, сложные спасательные операции и неожиданная помощь оранжевого полосатого кота. Словно вызванный его мыслями, кот появился снова, протискиваясь между ног оставшихся пожарных и парамедиков. Беккер наблюдал, как кошка подходила к каждому из спасателей, терлась о их ноги и издавала громкое урчащее мурлыканье. «Вы только посмотрите на это», — пробормотала Сара Чен, парамедик, которая ранее доставила шокированную женщину в больницу. Она наклонилась, позволив коту потереться головой о ее руку. Он как будто проверяет, все ли в порядке с нами. Беккер кивнул, и легкая улыбка тронула уголки его рта. Присутствие кота, казалось, подняло настроение, обеспечив ощущение нормальности на фоне последствий трагедии. Он заметил, что его коллеги, у многих из которых за несколько мгновений до этого было мрачное выражение лица, начали улыбаться и посмеиваться, когда кот обошел помещение. Последняя машина скорой помощи готовилась к отъезду, ее фары беззвучно мигали, когда водитель заканчивал последние проверки. Кот, обойдя всех, кто оказывал первую помощь,
направился к машине. Ко всеобщему удивлению, он не сел, как раньше. Вместо этого внимание рыжего полосатого кота, казалось, привлекло что-то на земле. Беккер, все еще наблюдавший за кошкой со смесью удивления и любопытства, заметил, что ее поведение изменилось. Уши кошки навострились, а хвост дернулся с внезапной настороженностью. Проследив за взглядом кошки, глаза Беккера расширились, когда он заметил, что привлекло ее внимание. Дорога, по которой ехала машина скорой помощи, была усеяна осколками разбитого лобового стекла, некоторые из которых были размером с ладонь. Из-за сумерек и срочной необходимости очистить территорию, эти опасные препятствия были пропущены. Прежде чем кто-либо успел среагировать, кот бросился на утек. С удивительной ловкостью он начал отбиваться от крупных осколков стекла, отбрасывая их на обочину дороги. Его лапы двигались быстро, тщательно избегая острых краев, и он расчищал дорогу для машины скорой помощи. «Эй, только посмотрите на это!» — воскликнула Сара Чан, указывая на действия кошки. Усталые спасатели собрались вокруг, с изумлением наблюдая, как маленькая кошечка методично расчищает опасный мусор. Беккер прервал свое ошеломленное молчание. «Давайте поможем нашему маленькому другу», — сказал он, быстро двигаясь, чтобы помочь. Другие пожарные и парамедики присоединились к нему, осторожно собирая более крупные осколки, которые кот отбросил в сторону. Работая сообща, команда и кот вскоре расчистили безопасный путь для машины скорой помощи. Кот сидел на краю расчищенной площадки, обернув хвост вокруг лап, как будто проверяя их работу. Водитель скорой помощи, который наблюдал за происходящим, недоверчиво покачал головой. «За все годы работы я никогда не видел ничего подобного», — сказал он, и в его голосе прозвучало удивление. «Этот кот только что спас нас от возможного разрыва шины». Беккер опустился на колени рядом с кошкой и нежно почесал ее за ушами. «Ты настоящий герой, не так ли?» — пробормотал он, и его голос был полон эмоций. Кошка потянулась к нему, громко мурлыча. Сара подошла к ней с аптечкой в руке. «Мы должны проверить его лапы», — сказала она, в ней проснулись инстинкты парамедика. Возможно, он порезался о стекло. Беккер осторожно поднял кота и держал его на руках, пока Сара осматривала его лапы. Ко всеобщему облегчению на них не было порезов или осколков. Кошке каким-то образом удалось избежать травм во время импровизированной уборки. Когда последняя машина скорой помощи наконец уехала, и путь ее теперь был свободен и безопасен, оставшихся спасателей охватило чувство благоговейного трепета. День был полон испытаний и неожиданных поворотов, но этот последний акт кажущегося героизма бродячего кота лишил их дара речи. «Знаете», — сказал Беккер, все еще держа кота на руках, «я думаю, этот малыш более чем заслужил место в пожарной части. Что вы скажете на то, чтобы сделать его нашим официальным талисманом?» По группе пронесся одобрительный ропот. Заговорил шеф Мартинес, который до этого молча наблюдал за происходящим. «Я думаю, это прекрасная идея, Беккер, но ему нужно имя, достойное героя». Беккер кивнул, задумчиво нахмурив брови. Он вспомнил, как бесстрашно кошка вела себя рядом с опасными материалами, как она привела их к незамеченной жертве и как в конце убрала стекло с пути машины скорой помощи. Внезапно на него снизошло вдохновение. «Хаззи», — объявил Беккерт. «Мы назовем его Хаззи, сокращенно от Хазмат. Это дань уважения его храбрости в обращении с опасными материалами и напоминание об этом невероятном дне». Имя было встречено с энтузиазмом. Сара протянула руку и нежно погладила Хаззи по голове. «Добро пожаловать в нашу семью, малышка», — мягко сказала она. Посреди хаоса и трагедии они нашли неожиданного союзника, маленькую рыжую кошку, чьи действия не только принесли им утешение, но и потенциально предотвратили дальнейшие несчастные случаи. Пока Беккер нес кота к одной из пожарных машин, он молча удивлялся тому, как иногда герои проявляются в самых неожиданных проявлениях. Кот со своей стороны просто удовлетворенно мурлыкал на руках у Беккера, не подозревая ни о том, какое впечатление он произвел, ни о новой жизни, которая ожидала его в пожарной части.
Когда солнце село на расчищенное место происшествия, это ознаменовало не только окончание трудного дня, но и начало уникального партнерства между группой преданных своему делу спасателей и их невероятным героем-котом. Эта невероятная история о коте-герое, внезапно бросившемся на место происшествия, действительно продемонстрировала то, чего никто никогда раньше не видел. Как вы думаете, что побудило Хаззи так смело прийти на помощь? А если бы вы были спасателем, как бы вы отнеслись к тому, что в вашей команде появился помощник из семейства кошачьих? Дайте нам знать в комментариях ниже. Увидимся в следующем выпуске.